Здравствуйте, это компания Vivo Telecom, и мы продолжаем вас знакомить с различными производителями оборудования радиосвязи. И сегодня у нас будет впервые на канале радиостанции производства компании Calta. Честно сказать, первый раз, когда я услышал это название, думал, это какая-то финская компания или скандинавская, да, такое название, но нет, здесь просто сокращение от английской фразы converge all to talk, то есть сходятся все, чтобы говорить, или соединяются все, чтобы говорить. Ну, такое вот интересное название. Вообще, компания Calta, она является дочерней компанией, или дочерней компанией производителя смартфонов ZTE. Вы наверняка такую компанию знаете, она и в России официально поставляет телефоны, смартфоны в основном, да, ну то есть у них там достаточно большая линейка, и давно они уже существуют, и сетевое оборудование они производят. Так вот, это часть компании ZTE, и выпускает она достаточно широкий ассортимент аппаратуры, в том числе вот сегодня у нас будут DMR станции представлены, есть LTE станции сетевые, есть еще и чат так называемый, но это тоже через сеть работают, то есть и через GSM сети работают, и через LTE. Это их линейка своя. Но сегодня начнем с простой станции. Ну как с простой? Эта станция цифровая, она может работать и в аналоге, и в цифре DMR. Чисто аналоговых станций Calta не делает. Поэтому рассмотрим вот самую простенькую станцию из линейки цифровых. Называется она DH500. Работает она только в 400 МГц, 400-480. Модификаций в диапазон VHF пока у этой станции нет. Вот у меня еще стоит станция PH660. Это высшая категория в линейке. У нее есть модификация в 136-74. Это же станция пока только в 400 выпускается. Что в ней интересного? Ну, позиционируется она, во-первых, как конкурент, например, компании Hytera, потому что тоже достаточно крупная производственная компания. На телефонах они свое имя заработали. Вот на рынок радиосвязи теперь пытаются войти. Вообще, она, компания ZTE, выпускала и под своим брендом радиостанции, но в России, как я понимаю, они не особо были представлены, потому что, ну, по крайней мере, мы не встречали, да. Сейчас, когда наступает такое время, что японские, американские, ну и вообще европейские компании на рынок России станции не поставляют, это будет неплохой альтернативой радиостанции Calta тем же станциям, например, Motorola, либо ICOM профессиональным. Но сейчас, конечно, посмотрим, на что они способны. Некоторые параметры мы уже проверили. В принципе, все сделано достаточно серьезно и правдиво. Но это уже в процессе ролика, тогда мы все увидим. Ну все, начинаем тогда с комплектации. Так, по комплектации, кроме приема передатчика самого, идет портативная антенна, вот с такой вот необычной маркировкой в виде кольца резинового. Написано UHF AF591, антенна называется. Разъем у нее SMA розетка, соответственно на станции SMA вилка. Далее идет настольное зарядное устройство, вот такой стаканчик, похож, кстати, он на Hytera, да, на стакан. Далее идет сетевой адаптер с параметрами следующими. Так, сейчас, секундочку. Вот так он называется. Вход у него 12-вольтовый. Ну, в смысле, вход на зарядке, выход у данного адаптера 12 вольт, что хорошо. Соответственно, подать напряжение с автомобильного прикуривателя будет... проблемой не будет. Вот такой вот у него цилиндр на выходе адаптера. Далее прием передатчик я вам уже показал. Теперь идет заглушка аксессуарного разъема с фиксатором. И идет вот такая интересная клипса на пояс. Крепление у нее металлическое.
Крепится она к самому корпусу радиостанции. Естественно, идет аккумуляторная батарея в комплекте, емкость у нее 2500 мАч. Учитесь делать, господа из Baofeng и прочих дешевых китайских компаний. Вот заявлена емкость 2500, да, и выходное напряжение 7,4. Мы, когда эту станцию получили, сразу аккумулятор поставили на зарядку, но он не заряжался, потому что напряжение было высоким на клеммах. В итоге мы измерили напряжение, было 8,3 вольта. Ну, то есть еще, если бы она изначально стояла на зарядке, то она до большего даже напряжения зарядилась данная батарея. Причем, кстати, кто-то мне про Baofeng там ролики говорил, что если выключить питание на зарядке и подключить вновь батарею, то она будет заряжаться. Нет. Здесь у Calty также сделано. То есть, если напряжение превышает какой-то уровень, то станция не, в смысле зарядная станция не включает аккумулятор на зарядку. Так вот, с напряжением 8,3 вольта мы при разряде полуампером получили реальную емкость 2530 мАч, то есть даже чуть выше заявленной, учитывая то, что это был тоже первый проход. То есть многие пишут там, вот вы неправильно измеряете емкость, потому что надо сначала раскачать батарею, 3 прохода сделать. Так вот, смотрите, нормальные производители никаких проходов дополнительных не требуют. То есть после первой зарядки уже емкость заявленная соответствует. За это Calty остается только похвалить, молодцы. Так, теперь по конструкции. Давайте я сразу заведу аккумулятор в клеммы. Защелкивается вот таким образом. Похоже крепление тоже на Хайтеру, то есть нужно его нажать и тогда батарею снять. Батарея сама соответствует, и станция в сборе соответствует влагозащите IP67, то есть ее можно даже погружать в воду. Несмотря на то, что это начальная станция в линейке, она соответствует влагозащите. Сверху у нас разъем антенный, аварийная кнопка, переключатель каналов 16, мощность сейчас измерим, 5 Вт заявлено, регулятор громкости и включения, он же и индикатор работы. Здесь у нас слева кнопка передачи вот с такой синей окантовкой и 2 программируемые кнопки. Заметьте, тактильно они отличаются, кнопки из резины. Сам корпус, как вы видите, отлит из нескольких слоев, то есть разный пластик, серый и черный используется. Тоже напоминает это радиостанции Хайтера. Микрофон вот здесь слева находится, динамик 1-ваттный, сейчас измерим его громкость. Но станция отлично лежит в руке. 18-контактный разъем аксессуарный, через него станция программируется, и он, естественно, влагозащищенный. Заглушка с фиксатором идет в комплекте. Соответственно, гарнитуры тоже Calty выпускает свои. Перечень их не особо широк, там, по-моему, 2 или 3 сейчас в прайсбуке, но на выбор там спикер-микрофон и, по-моему, с прозрачным звуководом есть гарнитура и просто с черным проводом, с наушником гарнитурка. Сверху тоже заметьте, какой пластик текстурированный. Сделана модель достаточно интересно. Так, теперь будем переходить к замеру мощности. Да, но давайте сначала я вам измерю, пожалуй, вес станции в сборе. 277 грамм, вместе с клипсой 290 грамм ровно. Так, давайте производить замер выходной мощности. Смотрите, я заодно вам покажу, как станция грузится, насколько быстро. Можете сравнить с Motorola DP1400, например. 1. Ну, то есть достаточно быстро, быстрее, чем Motorola. 2. Озвучка. 3. 4.
1. Как вы видите, достаточно качественная и громкая. Так, смотрите, включаю я приборчик. Вся шкала 10 Вт. Аналоговый режим 434 МГц. Риски нанесены сверху, шкала нанесена ниже. Вот где 10 написано, по ней смотрим. Нажимаем. Так, 3,5 Вт. Батарея, кстати, полностью заряжена. 3,5 Вт, да, меньше, чем заявлена. Мощность, естественно, полная стоит. 2. Да, на цифровом канале, естественно, приборчик не замеряет мощность. 1. Так, еще раз. Ну да, 3,5 Вт. Так, смотрите, начинаем замеры токов потребления на выключенной станции. DH500 потребляет примерно, ну вот 146 сейчас, 150 было. В общем, около 150 микроампер он потребляет, что довольно много. Поэтому, если надолго будете аккумулятор оставлять, лучше тогда снимайте его со станции, потому что он может разрядиться довольно быстро. Так, включаю станцию. 1. Режим с завода стоит сохранение энергии. Кстати, программное обеспечение достаточно продвинутое, скажем так, наверное, даже побольше у него всяческих регулировок по сравнению с, ну, естественно, там, с китайскими станциями Воуксун, Терики, Рацию и так далее. Здесь программное обеспечение имеет гораздо тонкие настройки. Так, ну давайте статистику тогда я сейчас сбрасываю. Ждем 60 отсчетов, чтобы посмотреть, сколько станция потребляет в режиме ожидания. Сейчас аналоговый канал установлен, смотрим. То есть 50 миллиампер она примерно потребляет в режиме простоя приемника, когда приемник проверяет активность на канале в соответствии с выбором режима сохранения энергии, то потребление вырастает где-то до 94-93 миллиампер. Что довольно прилично, да, станция. Несмотря на то, что у нее аккумулятор достаточно большой, наверное, время работы у нее будет не очень большое. Так. Вот 60 сэмплов мы выждали, 66 миллиампер она потребляет в режиме ожидания. Так, теперь ставим полную громкость и будем, хотя давайте проверим тогда на втором, да, канале на цифре сразу. 2. Но обратите внимание, на цифровом канале фактически все то же самое, то есть также возрастает до 93 миллиампер примерно ток при проверке активности, и при отключенном приемнике около 50 миллиампер станция потребляет и в цифре. Ну, что логично, в принципе, я думаю, что приемный тракт примерно один и тот же, поэтому все так и есть. То есть я думаю, что также мы и получим где-то потребление 60. То есть вот как говорят в режиме DMR, станция потребляет меньше, или батарея из-за тайм-слотов работает дольше, но это все идет именно на передачу, потому что действительно передатчик работает тайм-слотами, то есть 50% времени он работает на передачу, на втором тайм-слоте он не работает. Ну, в смысле, на другом тайм-слоте. Поэтому мы получаем прирост в работе самой станции цифровой или станции в цифровом формате DMR, именно когда станция много работает на передачу, тогда прирост становится больше. На прием же, как видите, фактически отличий нет. То есть вот 100 сэмплов мы уже выждали. И потребление также 65-66 миллиампер.
Так, теперь смотрим, сколько станция потребляет в режиме приема на полной громкости. Сначала аналоговый режим. Принимаем на радиостанцию Калта DH500 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, потребление 237 миллиампер. Это у нас аналоговый режим. Так, переключаемся в цифру. 2. Принимаем на радиостанцию Калта в цифровом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, в цифровом режиме потребление 192 миллиампера. Теперь смотрим в аналоговом режиме потребление на передачу. 1365 миллиампер. Ну и соответственно в цифре получается где-то 50% от этого. Но это значение не будет влиять на длительность работы, потому что 5% всего лишь времени используется при расчете 5,590, поэтому здесь замерять это не будем. Смотрим теперь, сколько станция работает с данным аккумулятором и с данными токами потребления. Так, ну что, смотрим тогда, сколько станция работает в цикле 5,590. 5% режим передачи, 5 прием на полной громкости, 90 дежурный режим. В этом режиме, в аналоге, мы получаем время работы 35 часов ровно. 35 часов. Ну, в общем-то, неплохо. Я думал, гораздо хуже будет. Но из-за того, что аккумулятор довольно большой емкости, поэтому потребление, несмотря на высокое потребление, время работы достаточно большое. Ну и, соответственно, в цифре, ну, грубо говоря, да, если взять 800 миллиампер час, ну, в смысле 800 миллиампер потребление на передачу, то получим 35,1 часа. Давайте теперь проверять чувствительность. Смотрите, станция позволяет запрограммировать на эти кнопки и регулятор уровня шумоподавителя. Соответственно, ну, то есть 3 выбора в программе. Выбирается открытый шумоподавитель, потом средний уровень шумоподавления и высокий уровень шумоподавления, и на каждый этот вот уровень можно поставить значение от 0 до 9. Соответственно, вот это вот был открытый шумодав, это у нас единичка, то есть минимальный уровень шумоподавления. Смотрим, 434 мегагерца частота, уменьшаем амплитуду. Минус 121 dBm на этой частоте. Так, теперь смещаемся по частоте на 10 килогерц и смотрим с минус 121 dBm, будем считать, на какой амплитуде станция от близ лежащей помехи откроется. Это будет избирательность по соседнему каналу. Смотрим. Так, 87, да, 13 и 21, 34 единицы на 10 килогерцах. Так, теперь смещаемся еще на пятерку вверх и смотрим дальше. Теперь на 15 килогерц тоже измерим.
Ну, все, отлично, мы дошли до конца, то есть больше 120 единиц на 15 кГц, то есть от помехи она не открывается. Давайте оценим качество приема и громкость динамика. Сначала в аналоговом режиме смотрим. Так, фиксируем максимальное значение на шумомере. Проверяем. Принимаем на радиостанцию Калта DH500 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, теперь в цифровом режиме. 2. Также громкость на полную. Снимаем на радиостанцию Калта DH500 в цифровом режиме DMR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Калта DH500 в аналоговом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Передаем с радиостанции Калта DH500 в цифровом режиме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, ну что, давайте подведем итоги тогда по радиостанции DH500 от Калта. Интересно нам было с этим производителем познакомиться, потому что ZTE у нас на руках не было, но вот это следующее поколение довольно интересное. Смотрите, по программатору. Вот такой вот программатор, заметьте, с двумя выходами USB. Один используется чисто для питания, второй для передачи данных. То есть, где вот UART написано, это именно для данных. Станция DH500 может программироваться только с подключенным UART разъемом, а вот эта PH660, она работает только когда подключены два разъема, то есть ей, похоже, питание нужно больше при считывании и при записи данных. По поводу самого программного обеспечения, я не знаю, станция не так популярна, наверное, отдельный ролик смысла снимать нет по программированию. У нас в фотообзоре на ту и на другую станцию добавлено очень много скриншотов этой программы. Программа довольно функциональна, как я уже сказал. Там со скриншотами вы можете ознакомиться. Я ссылки под видео, естественно, дам на обзор, ну и на сами эти станции. Так, давайте тогда начнем с недостатков. Кстати, да, антенну мы в ролике тоже проверять не стали. Мы ее проверили изначально без видео. У нее, это один из недостатков у данной станции, антенна 1,75 на частоте 459-500. То есть она, во-первых, ушла высоко, да, в диапазон. Картинка, кстати, тоже добавлена на сайте в фотообзоре. Можете посмотреть весь график 400-480 или 470 у нас, да, 470. То есть все-таки антенна могла бы быть и получше, но она не сожгет, естественно, прием-передатчик, в смысле передатчик, но не на 100% эффективно она работает. Дальше, и нас смутила мощность, да, 3,5 Вт, все-таки 4 заявлено в этом диапазоне. Батарея полностью заряжена, приборчик у нас не врет, 3,5 Вт мы наизмеряли. По избирательности и чувствительности никаких проблем нет. Потребление достаточно высокое, да, 66 мА, но за счет большой емкости батареи, в общем-то, 35 часов это, ну, довольно среднее значение по времени работы. Динамик громкий. В принципе, можно, да, это уже отнести к преимуществам. 117 дБ у него в аналоговом режиме и около 120 дБ даже в цифре. Ну, то есть в цифре даже чуть погромче он работает. Преимущество теперь. Емкая батарея с правдивыми характеристиками заявленными. Потом быстрая загрузка по сравнению, например, с Моторолой. Станция, вот эта, по крайней мере, грузится достаточно быстро. Вот эта станция грузится медленнее. Кстати, если
хотите обзор на нее вот такой же, да, то пишите в комментариях, потому что, ну, если никому не будет интересно, смысл нам бегать, снимать, да, это там по полдня, мы можем, в общем-то, характеристики для себя снять и без видео. Тогда, если интересно, пишите, снимем тогда полноценный обзор на нее тоже. Дальше из преимуществ DH500 IP67 соответствие, я тоже думаю, что здесь проблем никаких нет, потому что сделано все достаточно надежно, на аккумуляторе, на клеммах стоят резиновые прокладки, здесь также антенка содержит эту синюю прокладку, тоже довольно плотно становится. Здесь наверняка тоже прокладки резиновые стоят. Аксессуарный разъем влагозащищенный, поэтому здесь сомневаться не приходится. У Caltech вообще вся линейка влагозащищенная, то есть я по прайсбуку смотрел модели, они все, даже вот у этой IP68, у этой IP67 заявлено, у более старших моделей даже выше. Ну и что нам еще понравилось, здесь изначально, несмотря на то, что это начальная в линейке станция, у нее можно выбирать ключ шифрования в цифровых каналах до 64 символов, причем символы эти 16-ричные, то есть довольно большой ключ шифрования, и вряд ли кто-то его сможет взломать, ну, по крайней мере, без каких-то особых усилий. Поэтому вот тоже, допустим, если брать линейку начальных станций у Motorola, тоже DP1400, то там только выбирается 256 стандартных коротких ключей, и все. Здесь же можно задать, во-первых, его вручную 10 символов, потом в программе посмотрите, по-моему, 30 символов и 64 символа, что является плюсом, конечно, тоже. Все, на этом тогда закончим. Кому видео по данной станции, по DH500 понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь обязательно на канал. Кому PH660 интересно, пишите в комментариях. Это Viva Telecom. Всего вам доброго. До свидания.